Слово четвертое. О блаженном и преснопамятном послушании. По порядку слова прилично нам предложить теперь о подвижниках и страдальцах Христовых, ибо как всякий плод предваряется цветом, так всякому послушанию предшествует уклонение от мира телом или волею. Двумя сими добродетелями, то есть уклонением от мира и отвержением своей воли, преподобное послушание, как золотыми крылами, безленостно восходит на небо, и, может быть, о сих-то крылах некоторый духоносец воспел: «Кто даст мне крыле, яко голубине, и полещу деянием и почию в видении и смирении». Не применем, если угодно, изъяснить в этом слове и самый образ воинствования сих мужественных ратников, как они держат щит веры к Богу и к своему наставнику, отвращая им, так сказать, всякий помысел неверия и прихождения в другое место. И всегда, вознося меч духовный, убивает всякую собственную волю, приближающуюся к ним, и, будучи одеты в железную броню кротости и терпения, отражают ею всякое оскорбление, уязвление и всякие стрелы. Имеют они и шлем спасения, молитвенный покров своего наставника. Ногами же своими не стоят совокупленно, но одну простирают на служение, а другую имеют неподвижно на молитве. Послушание есть совершенное отречение от своей души, действиями телесными показуемое, или наоборот, послушание есть умерщвление членов телесных при живом уме. Послушание есть действие без испытания, добровольная смерть, жизнь чуждая любопытства, беспечалие в бедах, неуготовляемое пред Богом оправдание, бесстрашие смерти, безбедное плавание, путешествие спящих. Послушание есть гроб собственной воли и воскресение смирения. Послушный, как мертвый, не противоречит и не рассуждает ни в добром, ни во мним худом, ибо за все должен отвечать тот, кто благочестиво умертвил душу его. Послушание есть отложение рассуждения и при богатстве рассуждения. Начало умерщвления и душевной воли и членов тела бывает прискорбно. Середина иногда бывает с прискорбием, иногда без прискорбия, а конец уже без всякого ощущения и возбуждения скорби. Тогда в скорби и болезни сердечной бывает сей блаженный и живой мертвец, когда увидит, что исполняет свою волю, ибо страшит его бремя собственного осуждения. О вы, которые решились вступить на поприще сего мысленного исповедничества, вы, которые хотите взять навыю свою иго Христова, вы, которые отселе желаете сложить бремя свое навыю другого, которые стремитесь добровольно продать себя в рабство, чтобы взамену оного получить истинную свободу, вы, которые переплываете великую сию пучину, будучи поддерживаемой руками других, знайте, что вы покусились идти путем кратким, хотя и жестоким, на котором одна только есть стезя, вводящая в заблуждение. Она называется самочинием. Кто совершенно отвергся самочиния и в том, что он почитает добрым, духовным и богоугодным, тот уже достиг цели, прежде нежели вступил в подвиг, потому что послушание есть неверование себе самому во всем добром даже до конца жизни своей. Когда мы в намерении и разуме смиренномудрия желаем покорить себя ради Господа и без сомнения верить в спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть на место кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели. Но по вступлении на поприще благочестия и повиновения уже отнюдь не должны мы испытывать или судить в чем-нибудь доброго нашего наставника и судью, хотя, может быть, в нем, как в человеке, и увидим некоторые малые
согрешение. Если же не так, то, сделавшись сами судьями, не получим никакой пользы от повиновения. Желающим соблюдать всегда несомненную веру к наставникам нужно незабвенно и неизгладимо хранить в сердце своем их добродетели, с тем, чтобы воспоминанием об оных заградить уста бесам, когда они станут в нас всевать к ним неверие, ибо сколько веры цветет в сердце, столько и тело успевает в служении. А кто приткнулся о камень неверия, тот уже пал, ибо всячески, еже не от веры, грех есть. Когда помысл склоняет тебя испытать или осудить твоего наставника, как от блуда отскочи от оного. Не давай сему змею никакого послабления, ни места, ни входа, ни приступа, но говори ему: «О, прелестник! Не я над наставником, а он надо мной получил суд, не я его, а он мой судья». Отцы псалмопение называют оружием, молитву стеною, непорочные слезы умывальницею, а блаженные послушания назвали исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Господа. Послушник сам на себя произносит суд, потому что если он совершенно повинуется ради Господа, то хотя он и не думает, что совершенно послушен, но от суда своего, то есть обличений совести, освобождается. И если же он в чем-нибудь исполняет свою волю, то хотя ему и будет казаться, что он повинуется, однако сам несет свое бремя. Впрочем, хорошо было бы, если бы наставник не переставал обличать его. Если же он умолкнет, то не знаю уже, что и сказать об этом. В простоте повинующиеся ради Господа благополучно совершают путь свой, не навлекая на себя коварство бесов своими тонкими исследованиями. Прежде всего, исповедуем доброму судьи нашему согрешения наши наедине, если же повелит, то и при всех, ибо язвы, объявляемые, не преуспевают на горшее, но исцелеют. О разбойнике покаявшемся. Пришедший в некоторое общежитие, видел я страшное судилище доброго судьи и пастыря. В мою бытность там случилось, что один разбойник пришел, изъявляя желание вступить в монашество. Превосходный пастырь он и врач велел ему 7 дней пользоваться совершенным покоем и только рассматривать устроение обители. По прошествии 7-го дня пастырь призвал его и спрашивает наедине, желает ли он остаться с ними жить. И, увидев, что он со всей искренностью согласился, опять спрашивает его, что он сделал худого, живя в мире. Разбойник немедленно и со всем усердием исповедал ему все грехи свои. Тогда пастырь, искушая его, сказал: «Хочу, чтобы ты объявил все это перед всем братством». Он же, истинно возненавидевший грех свой и презревший весь стыд, не колеблясь обещал исполнить сие, говоря: «Если хочешь, то сделай это даже посреди Александрии». Тогда пастырь собрал в церковь всех своих овец, которых было 330, и во время совершения божественной литургии, ибо день был воскресный, по прочтении Евангелия повелел ввести сего непорочного осужденника. Некоторые из братьев влекли его и слегка ударяли. Руки у него были связаны назади. Он был одет в волосяное вретище, и голова его была посыпана пеплом, так что от одного этого зрелища все ужаснулись и воскликнули с плачем, ибо никто не знал, что все это значит. Потом, когда он был близ святых дверей, священный онный и человеколюбивый судья воззвал к нему громким голосом: «Остановись, ибо ты недостоин войти сюда». Пораженный шедшим из алтаря глазом пастыря, ибо, как он после с клятвой уверял нас, ему казалось, что он слышит гром, но не голос человеческий, разбойник пал на землю трепеща и весь потрясен быв страхом. Когда он таким образом, повергшись на землю, омочил помост слезами, тогда сей чудный врач, который всеми мерами устраивал его спасение и всем подавал образ спасения и действительного смирения, повелел ему объявить пред всеми подробно все сделанные им беззакония.
и с трепетом исповедал один за другим все возмутительные для слуха грехи свои, не только плотские по естеству и против естества, сделанные с людьми и животными, но и чародейни, и убийства, и другие злодеяния, которые не следует ни слышать, ни предавать Писанию. Тотчас после сей исповеди пастырь повелел его постричь и причислить к братии. Удивляясь премудрости сего преподобного, я спросил его наедине, для чего он употребил столь странный образ покаяния. «По двум причинам», — отвечал сей истинный врач. «Во-первых, для того, чтобы исповедавшегося настоящим посрамлением избавить от будущего, что и сбылось, ибо он, братья Иоанне, не прежде встал с помоста, как получивший прощение всех согрешений, и не сомневайся в этом, ибо один из братьев, присутствовавших при сем, уверял меня, что он видел некоторого страшного мужа, державшего писаную бумагу и трость, и как только лежащий выговаривал какой-нибудь грех свой, то он тростью своей изглаждал его. Да и справедливо, ибо Давид говорит: «Рех, исповем на мя беззаконие мое Господеви, и ты оставил еси нечестие сердца моего». Во-вторых, как в числе братьев моих есть и такие, которые имеют согрешения неисповеданные, то я хотел сим примером побудить их к исповеданию, без которого никто не может получить прощения. Видел я и другое многое, достойное удивления и памяти у достославного онного пастыря и в пастве его, и большую часть из этого постараюсь вам сообщить, ибо я немалое время находился у них, рассматривая их образ жизни, и весьма удивлялся, видя, как сии жители земли подражали небожителям. Они были связаны друг с другом неразрывным союзом любви, и, что еще удивительнее, при такой любви они были чужды всякой вольности и празднословия, прежде же всего обучались тому, чтобы не уязвить чем-нибудь совести брата. Если же в ком обнаруживалась ненависть к брату, то пастырь отсылал такого, как преступника, в особенный монастырь. Некогда один брат оклеветал пред ним ближнего, сей преподобный тотчас повелел его выгнать, говоря, что не должно допускать быть в обители двум дьяволам, то есть видимому и невидимому. Видел я у сих преподобных отцев дела поистине полезные и удивительные. Братство, собранное и связанное о Господе, имевшие чудные деяния и видения, ибо они так упражняли сами себя и обучали божественным добродетелям, что почти не имели нужды в напоминании настоятеля, но добровольно возбуждали друг друга к божественной бдительности. У них были установлены и навыком утверждены некоторые преподобные божественные обычаи. Например, если случалось, что кто-нибудь из них в отсутствие предстоятеля начинал укорять или осуждать кого-нибудь, или вообще празднословить, то другой брат неприметным мановением напоминал ему о бесчинии и удерживал его. Если же тот не вразумлялся, тогда напоминавший, сделав поклон, удалялся. Когда нужно было беседовать, то память смерти, помышления о вечном суде были всегдашними предметами их разговоров. Не премину сказать вам о преславнейшей добродетели тамошнего повара. Видя, что он в своем служении имеет непрестанное умиление и слезы, я просил его открыть мне, каким образом он сподобился сей благодати. Будучи убежден моей просьбою, он отвечал: «Я никогда не помышлял, что служу людям, но Богу. Я счел себя недостойным никакого безмолвия и, смотря на огонь сей, непрестанно вспоминал о вечном пламени». Послушаем о другой преславной добродетели тамошних отцов. Блаженные сии и во время трапезы не прекращали умного делания, но некоторые обычными у них тайными знаками напоминали друг другу о внутренней молитве, и делали это не только на трапезе, но и при всякой встрече друг с другом и при всяком собрании. Если же кому-нибудь из них случалось пасть в какой-нибудь проступок, то братья убедительно просили его сложить на них все попечение по сему случаю, и ответ пред пастырем, и наказание. Посему и великий сей муж
зная об этом делании своих учеников, назначал уже легчайшее наказание, будучи уверен, что наказываемый не виноват. Даже он и не изыскивал, кто из них подлинно впал в проступок. Как могло у них иметь место празднословие или кощунство? Если кто-нибудь из них начинал распрю с ближним, то другой брат, тут случившийся, делал поклон и тем укрощал их гнев. Когда же замечал в них пометозлобие, то объявлял о раздоре второму по настоятеле, и тот приводил их к примирению прежде захождения солнца. А если они упорствовали в ожесточении, то им или запрещалось вкушать пищу до примирения, или они были изгоняемы из обители. Сия достохвальная предосторожность наблюдалась у них не напрасно, но приносила и оказывала обильный плод, ибо многие между сими преподобными просияли как деятельной жизнью, так и рассмотрительностью, рассуждением и смиренномудрием. У них можно было видеть чудное и ангелоподобное зрелище. Украшенные сединами и священнолепные старцы, как дети, притекали к послушанию и имели величайшую похвалой свое смирение. Там видел я мужей, пребывающих в послушании лет по 50, которых я просил сказать мне, какое утешение получили они от такого труда. Одни из них говорили, что не зашли в бездну смиренномудрия, которым навек всякую брань отразили, а другие сказывали, что достигли совершенного неощущения и безболезненности в укоризнах и досадах. Видел я и других между сими преснопамятными, украшенных белизною ангеловидную, которые пришли в состояние глубочайшего незлобия и простоты упремудренной, произвольной и богоисправленной. Ибо как лукавый человек есть нечто двойственное, один по наружности, а другой по сердечному расположению, так простой недвойственен, но есть нечто единое. Простота же онных отцов была не безрассудная и несмысленная, по примеру старых людей в мире, которых называют выжившими из ума. По наружности они были всегда кротки, приветливы, веселы. И слова и нрав их были непритворны, непринужденны и искренни, что не во многих можно найти. Внутри же, в душе они, как незлобивые младенцы, дышали Богом и наставником своим, и на бесов, и на страсти взирали твердым и строгим оком ума. Времени жизни моей не достанет мне, о священный пастырь и боголюбивое собрание, на описание добродетелей и небоподражательного жития сих блаженных отцов. Однако слово наше к вам лучше украсить повествованием об их подвигах и тем возбудить вас к богоугодной ревности, нежели наполнять оное собственными моими наставлениями, ибо без всякого прекословия худшее украшается лучшим. Только не думайте, прошу вас, чтобы мы написали здесь что-нибудь вымышленное, ибо от неверия обыкновенно всякая польза теряется. Но возвратимся к продолжению нашего слова.